Зеленский ответил Путину и призвал сложить оружие. Согласна ли Украина на трехдневное перемирие? Трамп вычеркивает пункты из его плана. Исчезло требование проведения выборов в Украине. Детали. Целый список ультиматумов. Лавров ответил, на каких условиях Москва сядет за стол переговоров. Чего хотят от Киева. Обсудим. Красная площадь под запретом. Почему центр Москвы внезапно закрывают для граждан? Что происходит? Чрезвычайное положение в Европе и взрывы, а также пожар в городе, где расположена военно-морская база Черноморского флота РФ. Откуда масштабный огонь в Новороссийске? Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с ситуации в Краснодарском крае, в Новороссийске, где находится военно-морская база Черноморского флота РФ и где сейчас базируется большая часть кораблей РФ. Чрезвычайная ситуация. Масштабный пожар и взрывы прогремели накануне поздно вечером на грузовой стоянке неподалеку от въезда на таможню и рядом с нефтебазой. Вот это да. Это после... О, опять взрыв. А что ж там взрывается? Ничего себе, какие клубы дыма. Вот это да. В этот момент в городе не звучала воздушная тревога, никаких звуков беспилотников или ракет не было. Власти города сделали следующее заявление. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры. МЧС и служба спасения на месте. Задействованы 8 пожарных расчетов, 27 человек. Для оперативного подвоза воды направили автоцистерны. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Напомню, что Новороссийск неоднократно атаковали ВСУ. Причина и главная цель – это Цемесская бухта, где базируются корабли. Туда несколько раз доплывали морские дроны Украины, помимо этого и долетали дроны. Кстати, напомню, что между Украиной и РФ уже, вероятно, не действует энергетическое перемирие. В России говорили, что 30-дневный срок истек еще в середине апреля, ведь Путин объявил о таком перемирии 18 марта. А Украина брала отчет на 30-дневную тишину, начиная с 24 марта, после того, как американцы опубликовали официальную информацию о том, что Киев и Москва договорились не бить по энергоинфраструктуре. Тем не менее, стороны обвиняли друг друга в срыве этих договоренностей. Итак, конечно же, главной остается и тема нового перемирия от Путина. 3 дня, 72 часа. Москва готова сложить оружие ради тишины на фронте и предлагает сделать то же самое Украине. В России также сделали заявление о готовности к переговорам. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами. Накануне как минимум трижды от официальных лиц прозвучали подобные заявления, но также были озвучены условия или же ультиматумы. Готовы говорить с Зеленским, но перед этим он должен снять для себя запреты. От Киева, по крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же есть юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий. Напомню, что Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным еще 4 октября 2022 года, закрепив решение Совета нацбезопасности от 30 сентября, которое признало переговоры с Путиным невозможными. Уже в январе этого года Зеленский объяснил, что когда российские войска были под Киевом, было много переговорных процессов, много теневых политических коридоров. Это была цитата. И тогда Путин, по словам Зеленского, начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств по влиянию на Украину и ее независимость. Это также была цитата. Именно так и возник этот запрет, который действует и сегодня. Об этом запрете, кстати, накануне вспомнил и Лавров, который последние несколько дней максимально активен и дает большое количество интервью. Находясь в Бразилии, он выставил Украине условия, которые она должна выполнить для переговоров с РФ. Исходим из того, что не вступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия.
А еще Лавров говорит, что Киев должен признать украинские земли, находящиеся под контролем России, российскими, а после все обязательства Украина должна закрепить юридически, и они должны носить бессрочный характер. Лавров вновь потребовал гарантии. Однако напомню, что вразрез с заявлениями Лаврова идут слова Пескова, который говорил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. В то же время Лавров озвучил целый список. В Киеве тем временем говорят, что не Украина является препятствием к миру. На второе перемирие Путина сперва отреагировал МИД страны. Конечно, позиция Украины последовательна. И мы считаем, что Москве следует задать вопрос, почему они не отвечают на предложение Украины, на принятие Украиной полного прекращения огня? Ведь если бы они согласились, оно могло бы уже начаться, и у нас была бы тишина, а также некоторые меры по укреплению доверия. Как неоднократно ясно повторял министр иностранных дел Сибига, это открыло бы путь к реальному долгосрочному миру. Целый день хранил молчание Зеленский, а вечером ответил Путину. Уверен, что ждать 8 мая, то есть начала режима тишины согласно российскому предложению, не стоит. Стоит сложить оружие уже сейчас, без победителей и побежденных. Очередная попытка манипуляций. Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину во время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем, и мир считает, что нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня. И как минимум на 30 дней, чтобы это было гарантировано и надежно. Это то, что может заложить основу для реальной дипломатии. Западная пресса тем временем продолжает публиковать детали плана Трампа по завершению войны, который пытается завершить ее уже ровно 100 дней. И все никак. Вашингтон уже не требует проведения выборов в Украине и смены власти. К большому облегчению Европы на данный момент исключен призыв к новым выборам в Украине. Пункт, который, как говорят европейские дипломаты, тихо исчез из американских тезисов после того, как был первоначально упомянут в качестве потенциального условия. Тем не менее, Россия все еще может настаивать на этом. В Европе тем временем прозвучали заявления об отношениях Вашингтона и Москвы. Фицо, который собирается ехать в РФ на парад к Путину, провел встречу с Орбаном. Оба заявили, что одобряют сближение России и США. Мы подробно обсудили 3 вопроса – мир, суверенитет и энергоснабжение. Я хочу поддержать слова вашего премьер-министра Роберто Фицо о том, что наша задача в Европе – приветствовать американские мирные инициативы, потому что сам факт российско-американских переговоров уже создал ситуацию, при которой риск эскалации практически исчез. Когда идут российско-американские переговоры, риск эскалации войны снижается до минимального уровня. Отмечу, что уже в середине дня, 29 апреля, центр Москвы, Красная площадь, будет перекрыта. Там готовятся репетировать парад. Приезд 9 мая в Москву подтвердили лидеры ряда крупных стран. Среди них руководители Китая, Индии, Бразилии, ряда стран СНГ, а также входящие в ЕС Словакии и страны кандидата на вступление в ЕС Сербии. В руководстве ЕС выступают против посещения парада в Москве лидерами европейских стран. В то же время 9 мая европейские лидеры должны приехать в Киев по приглашению Зеленского для того, чтобы выразить солидарность с Украиной. Итак, друзья, как всегда, вопрос от меня. Поддерживаете вы перемирие или нет? Если да, то почему? Если нет, то тоже интересно почему. Напишите свой ответ в комментариях. Ваши ответы мы обсудим уже в следующем выпуске. Испания и Португалия в режиме СОС. Пиренейский полуостров накрыл масштабный блэкаут. Все атомные станции Испании оказались в нокауте. 7 ядерных реакторов автоматически отключились, как и предусмотрено их системой безопасности. Совет по ядерной безопасности заверяет, резервные генераторы работают, угроз для людей и экологии нет. Власти Испании объявили чрезвычайное положение в Мадриде, Андалусии и Эстремадуре, передав управление кризисом центральному правительству. Блэкаут парализовал жизнь, в стране борьба за еду, воду и пауэрбанки. Некоторые бизнесмены уже задрали цены на них и продают по 12 тысяч евро, пишут люди. Испанский оператор Red Electrica говорит о сбое в сети. Португальский РЕН упоминает редкое атмосферное явление. Версии о кибератаке или пожаре опровергнуты, но премьер-министр Педро Санчес призывает не гадать, расследование идет. И все же постепенно специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.